Мы дожили с вами до этого дня. Я вас приветствую. Сегодня действительно будет потрясающая лекция. Я надеюсь, что все абсолютно поймут, наконец, то, что я хочу сказать. И будет очень здорово, если мы с вами действительно придумаем, что делать с этой информацией. Ну, то есть не то, что там куда-то идти, писать, с кем-то о чем-то разговаривать. Просто, я надеюсь, каждый из вас переживет эту информацию, и можно будет сделать какой-то вывод, ну, что, в принципе, ближайшее будущее нам покажет. То есть каждому из нас дастся какой-то вариант жития, которого раньше не было. Жития именно, не жизни. Потому что в этой лекции рассуждений по поводу, что такое жизнь, моя любимая прежде тема, больше звучать не будет. Я ее назвала, эту лекцию, «Идем через ноль» или «Покой». Никаких событий сегодня обсуждать не придется. Мы с вами пережили полнолуние. В ближайшее время все должно быть более-менее сносно, тихо, никаких потрясений. Итак, значит, что в первую очередь я хотел сказать. Там в комментариях лекции писали очень много про то, что говорятся слова, но это только слова по воде. И я начну сегодня именно с того, что старый анекдот говорит о том, что сколько раз не скажи халва, во рту слаще не станет. Но есть еще тоже достаточно старый анекдот, который объясняет, почему люди не хотят задумываться и почему люди не хотят меняться. Так, значит, два приятеля встретились, один другому говорит: «Изя, я столько прочел, плохо завязывать с выпивкой?» Говорит: «Нет, с чтением». То есть это действительно эпиграф сегодняшней лекции. И это логика любого человека, который живет в обществе потребления. Что есть потребление? Ну, это, конечно же, в первую очередь желание. Желание всего и вся, поставить цель обязательно, это тоже желание, мотивацию придумать для того, чтобы идти к этой цели, не сворачивая. И эта логика нас именно так и удерживает. То есть мы хотим покончить с чтением и быть уверены в том, что все остальное можно сделать, можно быть очень злым, можно быть очень настырным, то есть есть какие-то качества, которые, как кажется любому человеку, никогда не будут пройдены, никогда не исчезнут. Но это совершенно не так, и именно про это у нас сегодня лекция. Именно так мы идем с вами через ноль. То есть вы можете представить себе прямую, да, там вправо, влево, плюс, минус, посередине всегда у нас будет стоять ноль. И вот до тех пор, пока мы с вами не коснемся этой отметки и не сделаем себя теми, кто видит этот ноль насквозь, ничего не изменится ни с выпивкой, ни с чтением. Будет, как тоже в одном из этих старых мемов, идут два монаха буддийских, и один другому говорит: «Как же мне хочется спать». Другой ему говорит: «На том свете отоспимся». Он говорит: «Да, в прошлый раз ты то же самое говорил». Ну, в общем, это из этих двух анекдотов можно сделать тот самый вывод, почему я
как тоже мне заметили в комментариях к лекциям, ругательно отношусь к своей аудитории. Нет, я не отношусь к вам ругательно. Я просто хочу сказать, что понимание без какого-то вздрючивания не приходит. То есть в любом случае всегда понимание – это то, что ты от обратного, то есть от самого себя, как обратного отталкиваешь, и знаешь, что больше ты таким не хочешь быть, вот таким именно как, ну, как тебя обругали, и не надо с этим соглашаться, да, я согласна, что там тебя ругают, но ты самому себе можешь сказать: ноль этой ругани, потому что я этого больше не хочу. То есть лекция сегодняшняя в первую очередь ставит ноль на желание. Желание как выдумку, желание как производное от того пространства ума, которое мы с вами тоже уже прошли. И я вам напомню, что самое главное во всех этих последних лекциях сводится к тому, что есть чистое сознание, то есть это то сознание, которое не может двигаться, оно неизменно, оно не ощущается нами, как не ощущается нами темная материя. То есть она просто является строительным материалом, не делая то, что строится целью и принципом. То есть если мы с вами возьмем космогонию христианскую, буддийскую, индуистскую, ну и так далее, да, там Библию, первые главы книги Бытия, мы там четко с вами увидим, везде увидим отношение к чистому сознанию именно как к чистому. То есть в какой-то момент это начинает осознаваться тем, что это чистое сознание внутри себя ощущает. То есть там есть абсолютно все, и там не было никогда никаких купюр, никаких внутренних каких-то образований. То есть это поток, как мы его себе можем представить, как мы можем себе представить воду, состоящую из капель, как мы можем себе представить ветер, состоящий из каких-то газов, да, но при этом сам ветер – это не газы, которые намешаны в воздухе, сам ветер – это поток. И в тот момент, когда ветер утихает, он не прекращается, поток. Просто он дает себя каким-то образом рассмотреть тем, кто имеет глаза и кто имеет уши. Значит, это чистое сознание, это главенство всего и вся. Мы с вами, в принципе, подходим все ближе и ближе к тому, чтобы этот поток понять и даже измерить, хотя я уже говорила, что в нем нет никаких атомов, молекул и там каких-то микрочастиц. Из этого чистого сознания, именно сознания, рождается пространство сознания. То есть вот то, что я вам говорила, единый Бог, который вот мы взяли, как бы, да, тесто раскатали, слепили тут дерево, тут трава, тут гора и так далее, да, но это пространство сознания, оно может умещаться хоть в пылинке, там может быть и та же гора, что из-под рук там пекаря выходит какой-то торт с какими-то картинками. То бишь микрокосмос и макрокосмос, они не могут спорить. То есть они существуют, потому что в данный момент чистому сознанию захотелось это в себе осознать. Сознание и осознание, как вы понимаете, не только однокоренные слова, но это как
нечто, что внутри чего-то, да, и то, что снаружи. А сознание снаружи, а сознание внутри. Мы эти с вами ступеньки обозначили. Значит, чистое сознание и пространство сознания. Где же находимся мы с вами? Мы находимся на третьем уровне. И этот третий уровень у нас уже изучен, и мы это называем пространством ума. И я вам напоминаю, я ставила две стрелочки. Одна стрелочка указывала на воображение, вторая стрелочка указывала на желание. То есть для того, чтобы что-то захотеть, сначала надо это вообразить. То есть воображение – это и есть иллюзия. То есть, когда я говорю вам, что вы иллюзия чего-то, да, то есть нет такого человека, нет такой одежды, нет такого события. Есть воображение этого какого-то пузырика, так скажем, да, или капли в океане. Что океан, что капля – это одно и то же. То есть вот эта капля вообразила, что она отдельно, что она не внутри, что она снаружи, и она должна это снаружи каким-то образом собою окрасить. То есть это пространство ума творит формы. В прошлый раз, помните, я вам рисовала сансару и говорила, что вот где-то в какой-то области пространства сознания начинает что-то мелькать. И из этого мелькания рождается глаз, рождается ухо, рождается тот, кто за этим собирается наблюдать. И вот это умствование, оно связано с тем, что одно называется хорошо, а другое называется плохо. То есть в чистом сознании это невозможно. Чистое сознание постоянно и неделимо. А когда возникает двойственность, тогда и возникают формы. То есть любая форма, она имеет напряжение, ну, опять к электричеству возвращаемся, и ток. То есть присущее сознанию свойство потока не может быть нарушено. Оно присутствует в умствовании точно так же. То есть у вас работает напряжение, которое что-то к чему-то притягивает. И работает воображение, которое обозначается как зрение и слух. То есть наблюдатель, о котором тоже очень много мы с вами говорили, на самом деле производная двойственности. Вы видите, нам рассказывает именно эти истории. И наука, кстати говоря, занимается точно тем же. Кто-то мощный в своем вот этом вот как бы двойственном существовании, что-то вообразил, и это стало. На сегодня каждый из вас одет в то, что стало одеждой, потому что кто-то вообразил, что человеку нельзя оголяться. Кто-то вообразил, что питание должно состоять из жиров, углеводов там, и каких-то еще компонентов. И это стало, то есть сначала ток, потом поле. Что первично, не имеет никакого смысла, потому что мы с вами точно знаем, что чтобы появился запах, должно быть то, что пахнет. И совсем наоборот. То есть если вам без объекта, без цветка, который вам подарили, вдруг явился какой-то запах, то это совершенно точно значит, что вы с ним знакомы. То есть в этом мире, в котором мы с вами обретаемся, мы с вами, к сожалению, умом можем понять только то, с чем мы знакомы. Это называется нашим знанием. А есть ли знание в чистом сознании? Еще раз, нет
там того, что мы с вами можем назвать знанием, потому что там нет делимого и делителя. Это только ум может быть и делимым, и делителем. И вот теперь самая главная посылка сегодняшней лекции. Значит, раздумывая вот на эти темы, которые мы только что с вами разобрали, да, наверное, для кого-то это сегодня покажется скучноватым, я хочу заявить то, что мне стало ясно после чтения долгого, как бы, да, очень долгого. Я несколько глав из индуистских писаний прочитала, наверное, раз 50, прежде чем я поняла, что там написано. И прежде чем я поняла, что то, что там написано, оно тоже не окончательно. То есть почему оно, это знание, не вошло в людское вот это вот сознание, да, сознание, которое помимо дуального сознания, помимо сознания ума, нам доступно попадание в чистое сознание. Нам доступно гораздо больше, чем мы можем себе представить. И это знание не стало для нас всеобщим и не преподается в школе только по той простой причине, что на тот момент, когда это писалось, а писалось это уже там, 1000 лет назад, для того, чтобы мы с вами оказались такими, какие мы есть, то есть теми, у кого есть варианты связи, варианты тепла, варианты освещения, это мы бы такими не стали и не принесли бы те разрушения в эту сансару, которые мы уже принесли, принесем еще. Итак, значит, давайте представим, что вот все абсолютно, да, тут у нас, кстати, черного цвета, Кришна черный, значит, все, что там в их местах обитания этих чистых существ и чистых сознаний, вот как бы происходит там какой-то, ну, типа всплеск, как волна не перестает быть водой, хотя она возникает как бы, да, в океане, также точно и этот всплеск внутри чистого сознания можно обозначить как просто вот, ну, как бы, ну, скажем так, захотелось. Что из этого произошло? Вот, это всплеск, да, просто буквы я обозначу. Вот, значит, появилось нечто, напоминающее нашу галактику. То бишь, обозначим это звездой по имени Солнце. Представляете, значит, этот всплеск, он не был температурным, он был только, ну вот как молния, да, то есть вот сверкнула молния, и все успокоилось. Но из этой молнии родилась звезда, родилась галактика. Смотрите, у нашей звезды есть так называемая корона, которая сегодня, кстати, нас очень сильно поранила, потому что эта корона стоит, как бы этот основной напряженный момент стоит прямо напротив Земли. Значит, вот допустим, у Солнца температура 5000 градусов. Ну, на поверхности Солнца. Внутри там мы до сих пор не знаем, спорим, когда-нибудь измерим. Сейчас там туда полетела какая-то фигня очередная. Так вот, это 5000 градусов. А у короны напряжение, которое светится вокруг Солнца, тут доходит до 5 миллионов градусов. Представляете, как это может быть? Вот у вас костер,
вы у него сидите, а пошли в лес отлить, а костер, оказывается, вас догоняет и сжигает. Ну, так уж и не бывает, да? Это парадокс. То есть физическая картина мира, к которой мы привыкли, она нарушается в самом, что ни на есть, как нам кажется, изученном месте. То есть, что это такое и почему это такое, я попытаюсь объяснить на основании того, что я вам уже сказал, было мной прочитано, по-моему, было прочитано, и тем, что, конечно же, на уровне какой-то гипотезы. Итак, когда этот волнообразный процесс пошел, то возникла какая-то область, световая область, которая замкнула сама себя. То есть отсюда вышел свет. И этот свет здесь застыл. То есть, что говорит нам сегодняшняя физика? И что там у Маяковского, да? Как свет умерших звезд до нас доходит. То есть мы видим, что откуда-то вышел свет, вот он к нам идет, вот у него есть время в пути, у него есть там светимость в пути. Потом, чем ближе он доходит до того места, которое мы определяем как свое обитание, этот свет все так мельчает, мельчает, мельчает и распадается на пиксели. Я хочу сказать совсем другое. Я хочу сказать, что на самом деле вот здесь, в этом замкнутом каком-то сознании ума, вот оно родилось, да, все уже произошло. То есть весь свет уже выделился. Весь свет уже сюда прошел и застыл. То есть, иначе говоря, тут, где мы с вами обитаем, сознательные существа, мы все видим и в извращенной форме. То есть мы считаем, что свет к нам все еще идет. А я говорю вам о том, что он пришел и застыл. И что с ним стало происходить? Он уже здесь начал распадаться на пиксели. И распадение этого света на пиксели привело к тому, что сформировались плотные тела. То есть это и есть сансара. Сколько их там, сколько раз было, и где они были внутри этого чистого сознания, эти вспышки, мы с вами узнать не сможем. Мы не сможем перебраться через эту границу. Как два океана, Атлантический и Тихий, не могут смешать свою воду. Это известный факт, что мы четко видим границу вод двух океанов. Точно так же и граница света, которая произошла при рождении этой сансары, она, эта граница, точно имеется, и она, эта граница, будет найдена. Как были найдены всевозможные подтверждения теории Эйнштейна, так же точно когда-нибудь мы с вами до этого дойдем. То есть, иначе говоря, все с вами уже. Эти всевозможные космические тела, которые мы считаем обломками чего-то, которые вот откуда-то из каких-то глубин сюда залетают, они все уже залетели. И вы знаете об этом совершенно точно, потому что их орбиты, их временной какой-то вот этот вот момент, как они с чем сталкиваются, эти все вещи просчитаны. То есть когда начался 20 век, были такие физические, как бы, физики собирались на свои вот эти вот между собойчики, и они говорили: мы так здорово все поняли, мы развили нашу науку до такой степени, что нам в 20 веке останется только уточнять
расчеты. Представляете, да? И вот мы теперь с вами уже четверть прожили 21 века, и мы можем на это смотреть не просто с улыбкой, а с издевкой. Потому что мы находимся в состоянии развала научных знаний. То, что мы предполагали как незыблемое, не существует. И вот то, что я вам сейчас предлагаю, как взгляд новый на то, что есть время, которое идет на самом деле вспять. Все уже произошло. То есть вы уже были много-много раз в этом застывшем пузыре. Вы уже много-много раз сталкивались с предательством, с какими-то там вдохновениями, с событиями, которые вы даже представить умом своим не могли бы, что такое вообще бывает. Был у нас с вами Тунгусский метеорит, который так и не найден, физическое тело, да, и был такой Чернобров, ныне покойный ученый, который предполагал, что у нас с вами время идет наоборот. И он предполагал, что Тунгусский метеорит на самом деле взлетал с Земли. И это сопровождалось вспышками света, это сопровождалось всевозможными какими-то вот этими волновыми процессами. И Тесла утверждал, что это был его рукотворный жест. Я же хочу еще раз с вами поговорить о том, что вы же не знаете, какое у вас будущее. Вы знаете, какое у вас прошлое. Ну, причем прошлое у многих людей воображаемое. То есть они в своей попытке себя оправдать доходят до каких-то вообще там невидимых масштабов. Но то, что мы с вами не знаем, какое у нас будущее, это тоже факт, который говорит о том, что здесь все застыло. Просто для того, чтобы вы чего-то боялись и участвовали в выделении тока и выделении поля, и каждый раз, там, появляясь здесь, вы опять были лишены памяти, только ради этого и существует вот эта тема, что мы до сих пор не догадывались о том, что происходит. А происходит вот что. Значит, это обозначим как свет. Еще раз, в чистом сознании нет света как такового. Не потому, что его там не надо, а потому что этот свет точно совершенно не является знанием о жизни этого сознания. Свет в нашем понимании только существует. Свет существует только для того, кто на него смотрит. А для того, кто является объектом постоянного присутствия, как этот поток, да, этой черной материи, этот свет совершенно не важен. Это просто, опять-таки, да, как вот появление цветка. Вот была там какая-то пора такая, когда цветы не цветут, и вот раз он и расцвел, и вот он уже пахнет, да. То есть нам знания о космосе говорят, что там есть тела, полностью состоящие из алмазов планеты, да, есть тела, которые, это просто запах какая-то, да, есть газовые гиганты, Юпитер, есть какие-то там металлические гиганты. То есть то, во что превращается то или другое место в пространстве ума, может быть многообразным, потому что то или другое место решает для себя, как оно видит свет. Но не как оно видит это чистое сознание. Когда-нибудь, я думаю, что достаточно скоро, наши люди, именно в телах своих, потому что мы пока еще
не обладаем знанием о том, как выделить себя отдельно от твердого тела, долетят туда, понюхают, расскажут, но кто им поверит? Поймите, что мы с вами живем в том именно умственном вот этом сознании, которое всегда связывает чей-то опыт с этим объектом. То есть, иначе говоря, опыт Солнца мы с вами не сможем понять на своем личностном уровне. Опыт короны Солнца мы не сможем понять на личностном уровне. Что мы можем понять на личностном уровне? Только то, что свет распадается. Всякий раз, когда вы приходите в состояние упадка, это значит, что вы приняли участие в том или ином качестве, чтобы распалось что-то. Распалась злоба, распалась там какая-то беда или еще там что-то. И сегодня очень многие из нас из-за этой бури чувствовали какое-то недомогание в разных формах, да? Там, в форме поноса, мне сегодня очень много про это писали, в форме кашля, в форме там, какого-то внутреннего упадка. Все это всего лишь ваша личная тема, как вы будете с этим светом, который здесь у нас заключен, себя самого представлять. То есть, что вы будете о себе думать на уровне желания. Тема сегодняшней лекции – это 0 желания. Итак, значит, вот этот замкнутый какой-то процесс, у него по периферии, вот так, по периферии, уже находится тот свет, который распался. Назовем это место пустота. То есть это еще сансара, но это уже то место, где нет пикселей. Они здесь уже не властны. Они здесь отработали свое какое-то дело здесь, и сюда не проникает ничего, кроме, как я в тот раз вам писала, поля сансары и ток из сансары. Это ток уже не сансары, это ток из сансары. И в тот раз я вам говорил о том, что и поле, и ток – это есть любовь. Это достаточно трудно объяснить, но тем не менее я буду это делать. Итак, что есть любовь в том месте, где мы с вами сейчас находимся? Это чистое желание и больше ничего. Желание любви или желание как любовь. Других качеств у нас с вами в любви нет. А что есть любовь, как я вам говорила много раз? Это есть действие. Это есть совсем другое соприкосновение. Это есть сочетание единства, покоя и простоты. Итак, значит, мы с вами должны еще раз написать, что вот здесь у нас с вами присутствует то, что мы называем глаз и ухо, да, ну так я нарисую. Получается, это как бы внутреннее солнце и внутренняя луна. Ну, можно и так соотнести. Я, кстати, еще про это подумаю. Итак, значит, внутри сансары здесь у нас происходит остывание, умствование и рождение форм. То есть рождение видимого для глаза и уха, но это не обязательно видимо
где-то за пределами, и это не присутствует в пустоте. Итак, значит, почему это дело именно так обстоит? Потому что здесь есть дуальность. То есть желание воображение. Итак, вот тут в пустоте этого, вот этого всего уже не присутствует. Но внутри сансары присутствует именно то, что наполняет. Каждого человека наполняет воображение и желание. Вы даже не представляете, до какой вы доходите стати в тот момент, когда вы разговариваете сами с собой. Вы постоянно говорите не с собой, вы постоянно говорите с тем, что вас наполнило желанием и воображением. Сразу же даю и практику, и ее объяснение. Если вы будете по любому поводу, вот вам в голову пришло, как бы хорошо было сейчас искупаться, как бы хорошо было сходить под душ, как бы хорошо было позвонить там, или если бы мне сейчас позвонили, как бы хорошо было там выйти замуж, как бы хорошо было там кого-то встретить. Да? Сегодня на меня просто потоком лились эти чьи-то предположения, как же жить там, в одиночестве и так далее. Да? Если вы вот эти все примеры, которые я сейчас вам привела, возьмете за главное руководство вами, которое вам на самом деле не надо, которое вам претит, которое закрывает для вас вообще все поры, которые называются любовь, действием. Если вы в эти моменты, ну, если кто-то из вас продержится хотя бы день, говоря всякий раз, когда ты там о чем-то подумал, что тебе это необходимо, вот ты сейчас это сделаешь, ты заполнишь себя вот этим вот, ты пойдешь читать, да, как я уже говорила в начале, что надо с этим заканчивать. В общем, надо со всем этим заканчивать. По любому поводу. Вот вам в голову лезет какое-то воспоминание, вам в голову лезет какой-то человек, вам приходится говорить самому себе, ах, как я устала, ах, как мне что-то это надо. И вы просто говорите, ноль желания. Все, вот просто вот втыкайте это ноль желания в тот объект или в то поле, которое вас атакует. Я не даром сейчас вам показываю мудру, которая на иконах у нас, кстати говоря, все время присутствует и так, и так, и так, в зависимости от того, с каким именно параграфом вашего желания борется святой, такая будет у него нарисована пальцевая вот эта вот самая штука. Только не делайте вот так. Вот так. Один палец или 3 пальца. Вот этого не делайте. Это 666. То есть правой рукой этого делать не надо. Можете мысленно это делать. Просто ноль изображая. Втыкая в каждое ваше вот это вот настроение, состояние и происходящее с вами сейчас. Вы поймете, что все абсолютно есть желание и ничего больше. Когда будет сказано ноль желания, вы очистите свой собственный ум и очистите то, что на самом деле вам предстоит сделать. У каждого из вас есть то, что вы можете называть призванием, там, чистым для себя, тем, что
доставляет удовольствие. Вы не получаете удовольствия ни от чего, ни от денег, ни от детей, ни от каких-то там интересных книг. Вы не получаете этого удовольствия, потому что это не соприкасается очень часто с тем, что в данный момент вы думаете. Как много раз мне приходилось встречаться с людьми, которые читают и не понимают. Есть даже такой диагноз – reading-фобия, когда человек не понимает написанного. Это глубочайшая депрессия, которая никакими таблетками не излечивается. А всего лишь это происходит по той причине, что человек, как только он берет текст, или как только он слышит что-то, он тут же отвлекается на то, что его атакует. Что нас атакует? Ну, то, что называется грехом, то, что называется похотью, то, что называется гневом, то, что называется ненавистью. Все это может очень часто себя показывать как твое личное достижение. Ах, вот как я умно это понял. Ах, как я тонко чувствую музыку. А на самом деле ты в глубоком воображаемом мире, который надувается тоже отдельным пузырем. Можете себе представить, да, я даже думала сегодня прийти с этим самым шариками, просто много-много шариков. Каждый раз, что что-то я говорю, и лопаю эти шарики, чтобы вы поняли, что все ваши какие-то эмоциональные перегрузки, какие-то ваши там споры с начальством или с коллективом, это все пузыри отдельные. То есть и я приводила это уже в пример, шарики, которые внутри еще много-много шариков. То есть на самом деле вы знаете свои какие-то недостатки, вы знаете, что вы не можете сосредоточиться, вы знаете, что вы там, да, как этот самый солдат, у которого спросили, о чем ты думаешь, когда смотришь на кучу кирпича. Один сказал, что я вижу дом, который я построю, а другой сказал, бабу вижу. Как же так? Я завсегда про нее думаю. Ну, в общем, вот это, если вы будете говорить, 0 желаний, тем самым вы доберетесь до очень больших своих вот этих пластов, внутренних этих пузырей, которые на самом деле, они не живут. Это делает вас иллюзией. Страх смерти, 0 желания, страху смерти, да, мне бы сейчас сдохнуть, 0 желания и так далее, по любому поводу. С любым каким-то человеком иначе, чем работает «отменяю». «Отменяю», я вам говорила, необходимо говорить, когда вы видите что-то, что вас возмущает. То есть вы видите, проезжая там, мимо аварии, «отменяю», тогда это с тобой не произойдет. Потому что в какую сторону качнется ваше внутреннее «я» в тот момент, когда вы что-то видите, это неизвестно. Большинство желаний работают как приказ. Они работают как то, что обязательно ты повторишь за кем-то. Обязательно будет твоя какая-то дорога непрямой. Я не говорю про путь, да, в этом философском плане. Я говорю про то, что те события, на которые ты заглядел, отследить и управлять. И у многих людей одно и то же повторяется изо дня в день. Одни и те же вот эти вот какие-то штуки случаются, там, либо человек обжигается, либо человек падает, либо человек там, боится собак. Все это вовремя несказанное «отменяю». Теперь, когда вы этим заполнены, я вас призываю к тому, чтобы вы говорили 0 желания на любой страх, на любую какую-то там повестку в суд, на все что угодно, 0 желаний. Тогда вы сможете управлять своей жизнью.
И тогда то, что раньше, когда вы были незрелыми и не смотрели на мир с точки зрения того, что эта иллюзия тебе не нужна, вы победите все свои старые грехи, все свои старые недоработки. Вот это вот то, что предлагают многие учителя, как проработка какого-то опыта, там ты должен лечь, и ты должен там с каждым своим органом поговорить и так далее. Ну, за столько лет моей практики я точно знаю, что это может сработать, какой-то всплеск дать там какого-то восторга на 5 секунд. Ну, с этим 0 от меня, 0 желания, вы точно очень скоро поймете, что вы доберетесь до себя, наконец-то, до того, кто на самом деле тебе желанен, не в плане желания, а в плане узнавания. И вы будете узнавать и других людей тоже. Вот это вечное. Вот у меня там этот мальчик, и этот мальчик, и этот мальчик. Вот с кем мне быть? Да ни с кем тебе не быть. Они все одинаковые. Они все точно, совершенно заставят тебя рожать детей и потом думать, что это верх твоего счастья. А если ты не родила детей, не вышла замуж, не стала там какой-то там самый красивый и самый привлекательный, то тебя просто не было. Вот чтобы ты наконец была, надо говорить 0 желаний. Это работает. И это очень здорово. Теперь давайте распишем то, что происходит внутри вот этой вот сансары, когда еще не открыт путь в пустоту. Значит, здесь у нас с вами живут 3 основных группы восприятия. Итак, значит, эти 3 группы, и об этом тоже уже говорилось, они у нас с вами таковы. Давайте я сразу их начну писать подробнее. Значит, если человек постоянно думает о том, что он может еще самому себе добавить, тогда он выходит вот к этому, да, то есть он постоянно к себе что-то плюсует. Он прочитал книгу, у него появился восторг. Он поговорил с человеком, у него восторг. Он захотел сходить в поход, даже не сходил еще, но его всего перетряхнуло, и у него возникает то, о чем он не подозревал. То есть у человека каждый день открытие, каждый день не похож на другой. Значит, это такое восприятие, которое уже близко к тому, что делается со святым человеком. Да? То есть именно это напряжение и позволяет проникнуть человеку в то, что я здесь обозначила как поле любви, которое дает этому человеку право рождения в пустоте. Но это очень жесткое состояние, потому что здесь мы встречаемся с теми, кто психически выделяется, кто не может руководить своим вот этим вот состоянием. То есть современная эпидемия умственных вот этих вот самых потоков, в какой-то степени даже включая старческую деменцию, происходит именно из того, что человек создал поле собою, особенно какого-то, уже не на уровне воображения, а на уровне реализации воображения. Вот это вот главное поймите, да? То есть здесь, в сансаре, где все застыло, где все недвижимо, в этой сансаре тот человек, который разрушает эти пиксели собою,
беря их на себя в качестве поля, не в качестве вещества, поймите это, да, не в качестве денег, не в качестве каких-то вот этих вот слава и там особенный я, да, то есть этот человек, он разрушает себя настолько, что он с этим полем не может справиться. Но тем не менее, если человек это пережил, не выбросился в окно, не стал пить эти задуряющие таблетки, то через очень небольшое время, ну, может быть, 2 жизни, да, это небольшое время, у него будет при рождении в таком же качестве возможность познать любовь. То есть, еще раз, любовь и поле любви – это не желание. Желание здесь, внутри сансары. Все есть желание, и всему мы говорим 0 желаний. Не бойтесь потерять что-то. Вдруг я скажу этот 0 желания, а мой ребенок со мной перестанет общаться. Нет, наоборот, ты освободишь и своего ребенка, ты освободишь и свое там какое-то место, и свой дом, и все остальное ты освободишь от этой лжи, похоти и гнева, если ты будешь это делать. И тогда, создав это поле, а что есть поле еще раз, да, это есть напряжение, вот то, что заставляет тебя двигаться. Еще раз, любовь есть движение, действие. То есть тот человек, который в уныние впал, он попал в это поле. Да, это очень больно. Да, это для окружающих практически непереносимо. Но тем не менее, когда человек знает, что у него нет желаний, кто такой депрессивный? Ему ничего не хочется. Кушать не хочется, спать не хочется, но он очень от этого страдает, и он очень-очень хочет, как бы понимая, что это не норма, стать нормой. Кем он хочет стать? Он хочет стать вот этим. То есть он хочет стать тем, про которого я в прошлый раз писала, что это карма с повторением одного и того же постоянно. Давайте снова вспомним это состояние. Если человек поел свежего и вкусного по-настоящему, неужели он захочет есть тухлое, несвежее и вонючее? Да никогда, ни при каких обстоятельствах он этого не скажет. И не будет он это есть, и не будет он с этими людьми, от которых пахнет, никогда он не станет с ними жить. Значит, если тот, кто попал в поле, где нет желаний, но где есть уже знание о том, что больше возвращаться в сансару я не хочу, этот человек четко, совершенно в течение даже этой жизни может выбраться сюда, в пустоту. Что есть пустота? Еще раз давайте это вспомним. Я вам про это говорила. Это есть то, где как будто бы в тебя заливается, ну, та самая черная материя, и ты ей не препятствуешь. То есть чему ты не препятствуешь? Ты не препятствуешь самому себе. И это я в прошлый раз называла любовью. То есть человек, который не знает ничего, кроме желания, он всегда препятствует себе, потому что эти желания им крутят, потому что эти желания становятся тем, о чем ты не можешь понять. Вот ты не можешь проглядеть всю цепочку до конца, куда это тебя приведет. Да? Это как у Жванецкого. А может быть, я дизайнер, а может быть, я там, в Китай поеду или еще там что-то. Себя спросите. А надо тебе в Китай? А как же, да что вы, там такие деньги, там такие люди, я посмотрю на эту древнюю культуру и так далее, да? То есть вот это карма, это вечная крутежка там, где ты не хозяин. Ты не можешь сказать себе, я прекращаю на кого-то злиться.
Я прекращаю быть вот этим человеком, которому все время внушается, что вот это важно, а это не важно. А как раз все наоборот. Когда человек говорит, я бизнесмен, да, ну, я это каждый день слышу, поэтому я привожу этот пример. Я бизнесмен, потому что я успешный, я смог. Я на входе понимаю, что вот это надо делать, а вот это не надо делать. Вот картинка, вот она картинка. Что надо делать, а чего не надо делать. Крутись, как белка в колесе, ничего другого на самом деле тебя и не ждет. Вот, и теперь у нас осталось только вот это, да, я максимально удаленно нарисовала этот символ. Это и есть та самая тьма, это и есть та самая минусовка чего? Минусовка единства. То есть таких людей, к счастью, не так много. Людей, которые не хотят семью, не хотят работу, не хотят быть какими-то такими отвечающими за себя, да, встречала неоднократно именно таких, которые говорят, как бы, там, я душу дьяволу продам, но я не буду, как все тут, вот как бы, да, заниматься этим идиотизмом, ходить куда-то, выпрашивать чего-то. То есть я буду отнимать у кого-то, да. То есть этот знак означает минусовку единства. И только, да. Если этот означает плюсовку в себя, внутрь себя, этот означает отказ от того, что уже тут в этом застывшем мире можно там перевести во что-то такое вот, ну, что можно назвать жизнью. Это называется карма, то есть это бесконечное круговращение одного и того же, то вы сейчас мы напишем, и вы поймете, как вообще с этим дальше жить. Значит, здесь напишите плюс себе и желание. Да? Все равно у плюсовки у этой присутствует желание. У минусовки присутствует ненависть. И иллюзия. То есть вот это вот главная иллюзия этого мира. Это вот то, что можно, оказывается, отсюда выбраться и быть отдельным. Здесь мы с вами написали тоже иллюзия. И здесь воображение. Тут нет воображения. То есть вообразить себе, что ты можешь душу дьяволу продать, очень даже можно, да? Но на самом деле тебе для того, чтобы это сделать, надо встретить эту силу. Это уже как бы, да, далеко за пределами того, что привычно и у кого-то получается. Воображение работает в карме. Да. Значит, теперь давайте напишем, что идет как как это выражается. Значит, как выражается плюсовка? Она выражается, как я говорила вам уже, поле любви. Ну, для тех, кто не до конца еще понял, что имеется в виду под полем, давайте вспомним вот это вот ощущение, когда вы входите в какое-то намоленное место. Вы еще не знаете, что это место намолено,
или что здесь, допустим, была Бородинская битва, или там какая-то там святая тут вознеслась, или еще там что-то. Но вы входите, и с вами что-то происходит. Вы вдруг начинаете понимать, что это имеет к вам отношение. Вот таким образом понять поле, наверное, вам удастся. Итак, значит, плюсовка, есть поле любви, и здесь вы принимаете решение. Я решение сейчас буду ругать, но я несколько циклов лекций читала про то, что надо научиться тому, что вы больше чего-то не делаете. Научиться дисциплине, научиться радости. И этому всему надо учиться. И через решение только это получается. К сожалению, только так. То есть надо удерживать в себе это поле любви, и надо удерживать в себе знание. Опять, знания есть двух видов. Знание, которое мы называем знанием, как жить в сансаре, и другое знание – это знание пустоты. Это совершенно другое знание. То есть пустота, она через какое-то время вот эту вот свою границу снимет, и все, кто любви просветился и вознесся, они все попадут в то, что мы называем сознанием чистым. То есть иначе никак. То есть чем занимаются люди в сансаре? Они, эти люди, раскладывают на пиксели, уплотняя себя, тот свет, который здесь застыл. Что этот свет принес? Он принес очень много каких-то эмоций, там, стремлений, расчетов, время проведения и так далее. Да? То есть вот это вот денежное состояние, то, что мы с вами все время должны к чему-то оперировать и чем-то восхищаться, это все здесь в сансаре. В пустоте уже не нужно никаких этих самых действий. Там есть действие. И это действие чистое, уже как в сознании, да? Но это действие, которое другим знанием обладает, знанием истины, знанием того, что нельзя оторваться от того, что дает тебе радость. Нельзя. Какая радость от желания секса? О, да, она какая-то. Но она конечна. То бишь, в сансаре все разрушается. В сансаре нет ничего того, за что можно зацепиться и выплюснуть тебя куда-то, да? Только через боль и только через остаточное страдание. Но здесь страдание повсеместное, страдание от чего угодно. Итак, любовь – это страдание? Нет. Любовь – это покой. Вот лекция сегодняшняя называется «Покой». Именно по той причине, что, делая себя ноль желанием, вы приобретаете покой. Покой – это вершина свободы, потому что тот человек, который не желает страдания и не желает того, что уже показало свою недействительность, больше к тебе не имеет отношения. То бишь, мы с вами должны через все-таки страдания выйти сначала в то, что уже близко к знанию чистому, как поле любви. И через какое-то время мы должны стать током этой чистой любви и чистого знания. И именно для этого происходит эта отработка. То есть выйти из сансары можно только пройдя через пустоту. Пустота – это не
страдание. Пустота не есть бездействие. Пустота – это есть то, что вы узнаете как любовь. Но сегодня здесь, в этой сансаре, любовь оскуднела. Она стала пустотой в высшем значении этого слова. Значит, продолжаем писать эту мини-табличку. Итак, вот эта ненависть, которая есть иллюзия, она есть та самая тьма. Не пустоты тьма, не чистого сознания тьма. То есть разница есть между тьмой и черной материей. Потому что тьма – это иллюзия высшего порядка. Это иллюзия того, что выбраться нереально. Никто не сможет никогда преодолеть тьму. Значит, что есть то, что касается именно кармы? Здесь есть иллюзия движения. Еще раз повторяю, в сансаре все застыло. Там есть только всплески, вот, допустим, той же самой температурной этой короны Солнца. Но эти всплески, они происходят только для того, чтобы свет, который сюда застыл, распадался на пиксель. И вы, будучи этими кармическими существами, вы еще больше способствуете тому, чтобы эта сансара сгинула, чтобы ее больше не было. И когда действительно здесь больше не останется признаков этого света, этот всплеск утонет, и произойдет что? Конец света. То есть поймите это, света конец, буквально. И только то, что проникает вот в эту самую пустоту, не создавая нового пузыря, будет иметь возможность перемещаться туда, куда надо, по-другому. Сейчас мы напишем как. Значит, здесь движение. И не озаглавила эти узкие таблицы. Ну, там будет надо, напишу. Итак, про тела. В каких телах будет происходить то, что будет дальше? На прошлой лекции у меня спросили, а что будет дальше? Вот теперь я попытаюсь это объяснить. Значит, те, кто это поле любви с принятием решения осмеет внутри себя, потому что любовь-то вот она только когда появляется, да, через какое-то время как ток. То есть, принимая решение, ты можешь заслонить свой ток. Ты можешь свой ток куда-то направить, и он потеряется опять в этом самом пространстве этого света. Значит, здесь у тебя возникнет тонкое тело. То самое тонкое тело, про которое очень много написано всякой вот этой вот около религиозной литературы. Вот оно, это тонкое тело, идет в рай, идет в ад, оно там получает свои уроки, именно тонкое тело, да. Мы можем здесь это обозначить тоже как ад в пустоте, а это рай в пустоте. Ну, в том понимании, к которому мы привыкли. То есть для депрессивного человека происходит ад. И для того, кто умрет в состоянии вот этого вот желания любви, все равно это будет ад. Говорить о том, что ад – это наказание, нельзя. Потому что наказание – это желание внутри сансары. Это видеть, как все распадается, как все перестает существовать. Это ад. Но здесь, когда ты это поле все время хочешь его стяжать, все время хочешь все-таки как-то в нем оказаться, да, это тоже ад. То есть то, что ты не можешь удержать,
это очень тягостно. Но этим, именно этим прекращается любое страдание. Значит, тонкое тело – это та самая черта, про которую я вам говорила, как про медитацию. То есть, когда ты через себя способен пропустить то, что ты сделал ноль желания, ну, ноль желания, то, чтобы вот я там получил какие-то деньги, да. Тут мы очень четко с вами выходим на те заповеди и те какие-то правила жизни, которые есть в буддизме, которые есть в заповедях блаженства. То есть, что на самом деле летит как ноль желания? Летит то, что ты больше не убийца, ты не можешь украсть, ты не хочешь этой похотью там, как бы весь этот мир объяснять, ты не хочешь лгать, или ты видишь эту ложь, там, алкоголь. Это я сейчас буддийские, как бы, вам читаю правила существования. Там, ешь только в какие-то определенные моменты, увеселения они у тебя там какие-то такие вот веселые, они ритуальные, не носишь там каких-то украшений, ну потому что это на самом деле тебя сминает то, что ты на себе нацепил, и там как-то это своей жизнью живет, да. Ну там много еще чего. Я сейчас еще что. Ну, в общем, короче, все эти самые заповеди, и то, что и от Моисея там на скрижалях было написано, все это относится к этому тонкому телу. То есть в тонком теле это просто невозможно. В нем невозможно лгать, в нем невозможно алкоголь потреблять. То есть и веселиться это тело, оно по-другому веселится. Оно именно как в заповеди, 10-я заповедь блаженства, она говорит: радуйся и веселись. Когда вы в течение одного хотя бы дня назначаете ноль желания, в какой-то момент вы эту радость всепоглощающую, радость тому, что вы здесь, и вы знаете об этом, да, вы ее испытаете. Итак, вот что есть тонкое тело. Кому непонятно, спросите потом. Значит, какое тело у этих людей? У них тело как ток блуда, вот так. Что есть блуд? Опять-таки, это не грех там и похотливый какой-то этот самый процесс. Блуд есть состояние страдания. То есть мы к страданию не должны относиться как к наказанию или неизбежности, мы к страданию должны относиться как к блуду. Потому что тот человек, который знает о том, что он человек, а делает все равно то, что лишает его возможности быть человеком. Человек, он блудит. И мы его, как там, особенно в нашей русской традиции, мы его должны жалеть, как особенно в прежние времена, проходя мимо валяющегося пьяного, там наши женщины там и укроют, и носик утрут, и что хотите, да, там сделают, лишь бы только этот человек не замерз на этом морозе. Да. На самом деле этот человек расчеловечился. Учитель, который относится к детям как к источнику денег, рабочий, который относится к тому, что он плохо работает, но ему за это еще должны тоже денег и так далее. Да? Любой тот, который расценивает себя на что-то, разменивает этот миллион по рублю, этот человек блудит. Поэтому тело блуда
должно вами быть осознанно, и ему должно быть сказано 0 желаний. Дальше, значит, у вот этого кармического тела, у него тоже есть тело, его мы назовем плотное тело. То есть на самом деле тот, кто замешан в карму, он не может получать знания, которые находятся вот здесь, в пустоте любви, и за пределами того, что существует. То есть мы с вами неосознаны, мы с вами не можем вообще понять, что первично дух или материя, именно по той самой причине, что мы считаем, что живет только плотное тело. И люди, которые приходят и спрашивают, а как мне вот обрести тонкое тело, как мне медитировать на то, что вот я с этим телом там как-то вот наконец-то буду заодно. Эти люди все равно медитируют в плотном теле. И первый признак того, что вы вообще способны медитировать, это возможность уйти от «я». То есть занять такое положение своим телом, чтобы понять, что тела нет. И только так вы можете выйти из кармы, и только так вы можете сказать этому плотному телу «до свидания». Но это не к смерти, опять-таки, да? Это к тому, что плотное тело, оно кроме желаний ни на что не способно. Оно не способно действовать. И самое страшное, что любовь плотное тело не знает. Секс в плотном теле – это не секс. Это всего лишь навсего трение, это страдание тоже, без него. Да? Есть страдания от того, что тебя давят, и есть страдания от того, что тебя унижают. Унижают тем, что тебе больше недоступен секс, или тебе там кто-то выказывает какое-то «уйди, ты мне там не нравишься». Да? Это гораздо большее страдание, чем что бы то ни было. Итак, значит, здесь я написала, что главный признак именно распознавания поля, если это плюсовка вам присуща. И это, еще раз повторим, это приводит в ту самую пустоту, которая есть наш с вами выход. Вот у этих ребят, которые кармические люди, да, у них есть очень большое желание помогать другим. Тесать кол счастья на их головах, вести себя со всеми людьми, как ты хочешь себя с ними вести, но знаний, что именно и как именно должно превращать в пустоту твои эти самые желания, такое знание отсутствует. Поэтому они из сансары выйти не могут. Но помогать другим – это прямо вот, ну, как бы символ всего и вся. Еще раз повторяю, что до тех пор, пока ты в иллюзиях, есть иллюзия помощи тоже. Ты откликаешься, там, вот, пошли столько-то, дай столько-то, ты все равно действуешь только в рамках счастливого. И очень часто то, о чем сегодня уже была речь, да, ты не видишь туда, где твоя помощь действительно кому-то помогла. То есть сейчас очень многие люди хотят помогать тем, кто вот, в страданиях, там, на фронте или там, в каких-то
там, кредитах или еще там что-то, да? К чему это приводит? К тому, что человек из этого кармического состояния перетекает сюда, то есть в минусовку. То есть мы делаем не помощь им, а мы их толкаем к несамостоятельности и к тому, что им должны. Это очень большой философский вопрос. Что есть помощь? И кто врач на самом деле? И кто учитель на самом деле? Это человек, который берет там, и вытаскивает из дерьма, да, как в том анекдоте про птичку, которая там чирикала, шла корова, на нее отложила кучку, а птичка стала чиститься, чирикать, да, и пришло там какое-то существо, которое птичку съело. Вывод: не чирикай, если в дерьме. Сиди там и как бы продолжай с этим себя как-то связывать. Значит, осталось только вот это объяснить. И еще там дополнительно, что здесь происходит. Здесь у нас с вами идут страсти. Здесь у нас с вами идет само тело. То есть тело всегда минусовка. Пусть оно уже и не совсем плотное, как тело тока и тело блока, но тем не менее это жизнь в теле. Это жизнь в конфликте. И самое главное, да, что очень трудно людям понять, это и есть та самая косметика. То есть я не я. То есть ты принимаешь вид человека, но на самом деле ты просто пытаешься на себя наклеить какое-то чужое лицо. Так, и мне осталось объяснить только про было-стало. Итак, значит, вот то, что было и что стало, я вам объяснила. То есть слово «стало» синоним слова «стоять». То есть это то, что должно быть удержано в сансаре. Значит, люблю – это приобщаю, это знаю. И вот здесь у нас возникает такая великая сила, которая, вот так, да, напишем, называется «надо». Значит, если вы поняли, что любовь стала тем единственным состоянием блаженства, к которому надо прийти, и вы его наконец-то достигли, это блаженство, да, вы столкнетесь с тем, что все окружающие вас процессы и события, в том числе и люди, и природа, и облака, и все что угодно, они начнут вам подчиняться. Это не то, что я там говорила, что протянул руку и туда в нее попало. Хотя и это. Но без любви процесс, когда тебя несут, как бы, да, как в молитве в Псаломе 90, когда ангелы тебя несут куда-то, да. То есть уже не ты принимаешь какое-то решение, напрягаешься, страдаешь, а это то, что ты даже не подозревал, что так может быть. А оно вот так, вот так, вот так. Потому что тебе надо. Не кому-то от тебя что-то надо, а потому что ты нужен. И потому что тобою, и только тобою это сознание приходит к знанию истины. Итак, тут как пример, давайте вспомним эти сказки, мифы, и главное, как Будда, когда он просветился, когда
ему нужно было уйти из дворца. Он встал, а все остальные уснули. И вот тут определение того, как вы спите. То есть вы спите, многие люди лишены сна или там наоборот, чересчур только в сон впадают, а другого не знают. Если вы будете уже за пределами сансары, когда вы уже определитесь в любви, тогда вы не будете встречать никакого противодействия ни с чьей стороны. Никакие события не смогут вас остановить или сбить с того, что вам надо делать и кто вы есть на самом деле. Ну, в общем, вот так вот. Книгу, я надеюсь, вы почитали. Давайте я тогда в следующий раз какой-то обзор дам, что там было. Очень многое из того, что было в сегодняшней лекции, имеет отношение к этой книге. Ну, если есть вопросы сейчас, давайте сейчас. Я никогда тут реально. По-моему, я как могла спокойнее и... Евгения Сергеевна, вот все-таки состояние ада, это разве не то, в чем мы сейчас находимся? Ну да, я же написала сансара. Но в пустоте, как в поле, тоже ад. То есть тот человек, который умер, он же выходит за пределы сансары, он входит в пустоту. И там, соответственно, либо поле, либо любовь. Поле чем отличается? Там еще возможно воображение. То есть тот, кто приходит в поле любви, он думает, что вот сейчас там его вот так встретят, ему вот это скажут и так далее. Вот он. А там не встретили, не сказали. Ты сидишь на чемоданчике. Да. Евгения Сергеевна, а я правильно понимаю, что когда мы говорим вот сейчас, что мы здесь и это ад, то мы подразумеваем, что это какие-то события. Вот это все ад у нас, правильно? Нет, не события. Нет, не события, страдания. Страдания, да. Так вот в книге мы же сами себе выбрали это. Ну, я, например, сам себе выбрал вот эти страдания, ну, по книге. То есть человек выбирает себе... Нет, нет. Там возможно, что вот эти ребятки, они могут тебя затянуть, обмануть, черной магией и все остальное. Там это прописано. То есть тот мир, который уже в микромире, да, но он рядом с макромиром, и очень многие оттуда убежали из макромира в микромир. Там только проститутки и гладиатор. А здесь что, что-нибудь другое? Проститутки и гладиатор. То есть эти идите, давайте, воюйте, а эти, в любом случае, даже венчанная женщина, она все равно проститутка. И никак иначе. Ну, за редким, конечно, исключением. Я еще когда читал, у меня была такая мысль, вот там это явно прописано, что вот это остров микролюди, а вот это все остальное это макро. А разве мы, сейчас мы живем просто вот перепутано, но тоже... Нет. У нас, как тоже в прошлый раз было сказано, 144 тысячи тех, кто готов к тому, что конец света, а дальше другой мир, другое все. 144 тысячи. Но еще там какие-то миллионы, которые в самый последний момент вскочат там, как бы, да, на подножку этого уходящего поезда. Но в любом случае, когда идет речь о том, что было на Курукшетре, да, там погибло 1,5 миллиарда людей за 18 дней. 1,5 миллиарда. Не миллионы там какие-то, да, миллиарды. А вы думаете, опять-таки, к тому, что мы живем уже в этом перевернутом, застывшем мире, эти миллиарды, которые на Востоке людей, представляете, они уже все были, они уже погибали, и опять готовится такая же страшная катастрофа. Конец света будет связан с тем, что останется очень мало людей.
И только какие-то единицы там через годы, через там сотню лет они смогут снова родиться. А все остальное время, где они будут, мы не знаем. Евгения Сергеевна, я правильно понимаю, что чистое сознание это оно за сферой, вы знаете? Аутизм? Вы писали, Свет, чистое сознание. Чистое сознание это все. Все. Абсолютно все это чистое сознание. И эта сфера, А мы в пузырике сидим, который называется сансарой. Но это чистое сознание тоже. Оно никогда не уходит никуда. Оно не может быть ограничено или там как-то не идти своими потоками. Обязательно будет. Екатерина, может, у меня не до конца сформулировался вопрос, но я когда читал книгу, получается, что как бы выход или что-то, это полное приятие всего, что происходит. То есть нет, но вот из того, что выбираешь себе, там я, может, с своей стороны увидел. Понимаешь, то, что называется приятием у нас здесь, это принятие решения. То есть ты принял решение, что все люди братья. Но приходит какой-нибудь такой вот там, с хорошей бородой, говорит, а я Бог. Вот принимай только то, что я тебе говорю. И все, и ты пропал. Потому что в твоем принятии отсутствует самый главный компонент – любовь. Любовь не есть принятие. Любовь есть то, что весь этот мир приводит в сознание. Сознание того, что надо. Вот это очень, я очень долго думала, как это сказать. Понимаю, что еще непонятно. Я попытаюсь к этому вернуться. Я попытаюсь еще там через сансару и как она подвижна, там, да, ну, орбита ведь есть у сансары тоже, как орбита там у Земли, и с чем она сталкивается. Здесь есть вот эта грань принятия. То есть принятие не может быть пустотой. Понимаешь, пустота – пустота. А принятие – это все равно это принимаю, это принимаю. Это не ноль желания. Ты делаешь какой-то выбор. Это хорошо, а это плохо. Это я принимаю, а это я подумаю, а это меня колбасит. Не может такого быть. В чистом сознании все существует. И пусть оно себе существует. Никакого ни запрета, ни там откровений. Это не так работает. Мне еще скажите, когда получается с людьми, ну, то, что вы всегда говорили, то, что я увидел из книги, получается, что сначала ты вот нашел любовь, давайте вот без слов, в смысле, любовь сначала идет, вот просто любовь, и ты ее знаешь, ты ее умеешь, ты в сансаре нет любви. Ну хорошо, а там, где любовь, я продолжу вопрос. Хорошо. Вот есть любовь, и только потом, если ты это познал, осознал, я не знаю, как правильно сказать это слово, но только после этого идет соединение с другим человеком, который подходит тем вибрациям души. Ну я дословно с книги. Нет. Любовь, так же, как и чистое сознание, есть всегда и везде. В принципе, наверное, можно знак равенства поставить между сознанием и любовью. Просто любовь – это в нашем вот обиходе все-таки чувство, а сознание не есть чувство. Сознание – это есть то, до чего каждый объект, вот этот цветок, эта стена, эта дверь, до чего они дошли. Это сознание. То есть это красивая дверь, это дверь, которая скрипит, это такая и сякая, да? Это сознание. А любовь, как таковая, она говорит, и это должно взаимодействовать вот с этим и вот с этим. А с этим не должно взаимодействовать. Вот в чем разница, понимаешь? То есть
любовь не сектором каким-то, да, вот тут, она разная. Нет. Она обращена ко всему сущему для того, чтобы это сущее признало себя. Вот я люблю эту аудиторию, я люблю эту среду, я люблю, но я же не буду говорить о том, что пусть меня слушают все. А всех, кто меня не слушает, я пойду убивать, да? Вот в чем разница. То есть любовь, в отличие от сознания, она четко совершенно определяет, где твое блаженство, от чего тебе хорошо. Это очень трудно. Да. Тогда у меня путается Бог равно любовь, а секс с Нет. березкой, березка это Бог, а любовь тогда... Нет. Ты пытаешься сейчас себя запутать. Да? Да. Не надо говорить о Боге как о том, кто это явил. Потому что как только ты начинаешь, а это он не являл, начинается опять двойственность. А то, что у тебя секс по любви, это определяет только одно, что он у тебя никогда не кончается. И это в книге. То есть у него, у этого главного героя, была как бы единая душа, с которой секс никогда не кончался. Ни в 76-м году прошлого века, ни в 23-м там каком-то веке. Никогда, ни одной секунды они не были врозь. Ну, любовь тут как бы, да, она вне подозрения, она есть. Для этого нужно, чтобы другие люди тоже подтянулись. Без осуждения. Чтобы больше не было разделений. Я в этом веке родился, а ты в этом. Я в чистом теле, я в этом тонком теле, а ты в плотном теле. Да? То есть этот процесс описывается в книге. Когда наступит то, что они сольются, и уже не будет возможности их разделить. Они могут слиться только тогда, когда они преодолеют какие-то от людей и других людей идущие препятствия. Пока эти препятствия будут. Ну, то есть в книге описано продолжение нашего времени. Ну, допустим, сансара уже лопнула, и в этом, как бы вот через там сколько-то, через 100 с лишним лет, да, у людей есть вот этот вот выбор. Да? Кто-то хочет перестать быть проституткой, гладиатором и начинает учиться, в сознание приходить. А кто-то позволяет другим собой пользоваться. То есть этот парень, главный герой, он никогда не был тем, кто хотел, чтобы вместо него жил другой. Он всегда жил сам. Но дефицит любви компенсировался тем, что он подчинялся законам своего века, но эти законы все равно не могли его оставить с носом. Ну там, когда, да, это очень важная мысль, которая в книге отражена, что ничего не исчезает. Как я вам сказала, в сансаре этот свет застыл, и в нем уже точно, совершенно кто-то там, какой-то убийца слонов, кто-то, наоборот, любитель бабочек, неважно, кто и что. Это слабое место книги. Но этот факт существует, что действительно абсолютно все про каждого из вас записано. Только на самом деле в любви это нафиг не надо. Она существует. А все остальное всего лишь этапы чего-то, но не любви. Есть еще вопросы? Когда вы говорите пустота, то это та пустота, которая в буддийском Да, смысле? да. Это именно то, куда стремится любой человек,
который хотя бы краем уха слышал про нирвану. Но нирвана, она за пределами пустоты. Там, где блаженство, и там, где отсутствует любая зависть, или там, ну, любые чувства, они там отсутствуют. Хорошо.